Последняя неделя стала для Джана Ямана одной из самых насыщенных за его карьеру. Актер одновременно продвигает исторический сериал «Эль Турко» в США и странах Латинской Америки, дает большие интервью иностранным СМИ, официально представляет новый международный проект для Prime Video, получает престижную награду на одном из крупнейших кинофестивалей Италии и уже готовится к началу съемок новой комедийной картины. Имя Джана Ямана практически не исчезает из международной прессы. Итальянские, американские, испанские и латиноамериканские СМИ практически ежедневно публикуют новости о новых проектах актера, подтверждая, что сегодня он продолжает активно строить карьеру далеко за пределами Турции. Особое внимание в последние дни было приковано к США, куда актер прилетел в рамках промо-кампании международного исторического сериала «Эль Турко». Именно с американской премьеры на телеканале Телемундо начался новый этап продвижения проекта на испаноязычный рынок. Еще задолго до выхода в США «Эль Турко» успел приобрести международную популярность, однако именно американская телевизионная премьера стала одним из наиболее важных этапов его мирового продвижения. Историческая драма уже была показана во многих странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии и Латинской Америки, а теперь получила возможность познакомиться с многомиллионной испаноязычной аудиторией Соединенных Штатов. В интервью журналу Hola Americas актер признался, что этот проект стал для него особенным сразу по нескольким причинам. Журналист, вы стали частью проекта, который покорил зрителей. Какое значение он имеет лично для вас? Эта продюсерская компания лучшая из всех, что есть в Турции. Пока я жил в Турции, мне так и не довелось поработать с ней. 5 лет назад я переехал в Италию, снимался в итальянских сериалах, и однажды со мной связались именно там. Когда я узнал, что они хотят работать со мной, я был по-настоящему счастлив. Для них это тоже особенный проект. Впервые они снимали сериал полностью на английском языке и сразу с таким международным масштабом. История «Эль Турко» во многом перекликается с моей собственной жизнью. Я турок, который переехал из Турции жить в Италию. Мой герой также покидает Османскую империю и оказывается в небольшом итальянском городе. Во время съемок было много моментов, которые приносили мне огромное удовольствие. Например, то, что сценарий и вся работа велись на английском языке. Джан признался, что давно испытывает особую симпатию к латиноамериканской культуре. Журналист, вы постоянно путешествуете и встречаетесь со зрителями по всему миру. Чем, по вашему мнению, отличается латиноамериканская публика? Джан, я обожаю латиноамериканскую культуру. Еще во время съемок Сандакана я начал мечтать о том, чтобы однажды работать на испанском языке в Испании. Именно тогда я решил выучить испанский. Как только съемки закончились, я сразу приступил к занятиям. Ко мне домой приходила преподавательница, мы занимались по 4 часа в день. После ее ухода я продолжал самостоятельно смотреть испанские фильмы и сериалы. Затем я снялся в Испании в сериале, съемки которого продолжались 6 месяцев. После этого арендовал дом и остался жить в Испании. В Мадриде я познакомился со множеством латиноамериканцев, полностью погрузился в их культуру. И теперь, после работы в Испании, мечтаю однажды сняться уже в одной из стран Латинской Америки. Особенно примечательно, что сегодня Джан Яман уже не рассматривает свою карьеру исключительно через призму Голливуда. В беседе с журналистом он подчеркнул, что всегда мечтал быть гражданином мира и открыт для работы в любой стране. Я никогда не был одержимым идеей попасть именно в США. Конечно, мне было бы интересно здесь работать, но с таким же удовольствием я бы жил и снимался в Бразилии, Аргентине или даже России. Мне нравится открывать для себя новые страны и новые культуры. Во время общения с журналистами Джан не скрывал, что работа над «Эль Турко» стала одной из самых сложных в его карьере. Съемки масштабной исторической постановки проходили несколько лет назад, однако именно сейчас проект продолжает активно выходить на новые международные рынки. Мы снимали «Эль Турко» 3 или 4 года назад. После этого я сразу приступил к работе над Сандаканом. По словам актера, именно эти проекты позволили ему исполнить давнюю мечту – сыграть настоящих героев историко-приключенческого жанра. Я всегда мечтал играть именно таких персонажей. Фехтование, верховая езда, все эти физически сложные сцены, именно о таких ролях я всегда мечтал. Однако за исполнение мечты, признается актер, пришлось заплатить высокую цену. Но одновременно я понял, насколько тяжелой бывает подобная работа.
За эти годы у меня было множество травм. Каждый раз, когда снимаюсь в подобных проектах, мне приходится жить как профессиональному спортсмену. Именно поэтому следующим шагом в карьере Джан решил кардинально сменить направление. Со смехом он признался журналисту, что после нескольких лет практически непрерывных экшн-проектов ему хочется немного отдохнуть. Теперь я собираюсь сняться в комедии, чтобы немного перевести дух. Возможно, даже сыграю человека с лишним весом, чтобы наконец-то можно было есть все, что захочется. Практически одновременно с американским промо-туром стало известно, что Джан официально приступает к работе над совершенно новым проектом – комедийным сериалом «Бро», который станет эксклюзивом платформы Prime Video. Итальянские СМИ сообщают, что сериал станет одной из самых необычных работ актера за последние годы. После череды исторических драм и приключенческих проектов Джан впервые за долгое время возвращается к более легкому жанру. Однако теперь уже не к романтической комедии, с которой когда-то начиналась его международная популярность, а к современной ироничной истории. Производством сериала занимается одна из крупнейших итальянских компаний Lux Wide, хорошо известная своими масштабными телевизионными проектами. Съемки стартуют в Риме во второй половине июля и продлятся практически все лето. Премьера запланирована на платформе Prime Video, хотя впоследствии сериал может выйти и на одном из крупнейших итальянских телеканалов. В «Бро» Джан исполнит роль талантливого адвоката. Авторы проекта обещают современную комедию с большим количеством юмора, динамичных диалогов и ситуаций, которые позволяют зрителям увидеть актера совершенно с другой стороны. Особенно интересно, что идея проекта принадлежит самому Джану и его давнему другу Джованни Насти. Вместе они приняли участие в разработке концепции будущего сериала, а режиссером выступит известный итальянский постановщик Рикардо Донна. Сам актер уже успел немного рассказать о своем новом герое. «Я сыграю гениального адвоката, который испытывает серьезные трудности в общении с людьми и особенно женщинами. Это своего рода самоироничная комедия. Идея принадлежала мне, затем по ней был написан сценарий. Для меня это настоящий актерский эксперимент. Посмотрим, удастся ли мне раскрыть свой скрытый комедийный талант. Мне это действительно очень вдохновляет, потому что это новый вызов». Продюсеры уже объявили открытый кастинг для массовых сцен, а подготовка к съемкам в Риме идет полным ходом. Таким образом, практически сразу после завершения международного промо-тура «Эль Турко» актер без перерыва приступает к следующему крупному проекту. Несмотря на то, что основное внимание в последние недели было приковано к американской премьере «Эль Турко» и новому сериалу «Бро», график Джана на это не закончился. Сразу после возвращения из США Джан стал почетным гостем Social World Film Festival, одного из крупнейших международных кинофестивалей Италии, ежегодно собирающего известных актеров, режиссеров и представителей киноиндустрии. В этом году Джан был удостоен специальной награды «Международный социальный актер года». На красной дорожке актер пообщался с журналистами и поклонниками, а во время встречи с прессой вновь рассказал о своем отношении к профессии и объяснил, почему сознательно избегает повторения уже сыгранных персонажей. «Я часто стараюсь менять роли, которые играю. Именно в этом и заключается смысл профессии актера. Дело не в том, что мне хочется, чтобы за мной закрепился какой-то определенный образ. Пока у меня есть такая возможность, пока мне везет, и сценаристы продолжают писать персонажей, которых мне действительно интересно играть, пока я могу выбирать разные роли, я хочу этим пользоваться. Возможно, однажды этот период закончится, и тогда мне снова придется играть похожих героев. Но сейчас, пока есть шанс, мне хочется максимально разнообразить свою карьеру». Джан также признался, что ему уже предлагали изучить португальский язык для будущих проектов в Бразилии. Кроме того, он рассказал, что получал предложения и из других стран, включая Россию. После американской премьеры Джан опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, в котором рассказал об успехе сериала и одновременно с иронией прокомментировал публикации некоторых турецких СМИ. В своей сторис актер написал: «Кстати, хочу, чтобы ты знал, Фарук Тургут. В Америке Эль Турко занял первое место в телевизионных рейтингах. А еще меня очень смешит то, что турецкие СМИ публикуют новости, будто наконец-то вышел трейлер Эль Турко, прикрепляя к статьям обычные видео из моего Инстаграм. Они совершенно не представляют, что происходит на самом деле. Сериал уже давно одновременно вышел в 22 странах мира,
и сейчас его просто продолжают продавать новым международным платформам и телеканалам. Благодаря тебе, Фарук Тургут, сериал все-таки получил пиар в нашей стране. Видимо, теперь мы окончательно поняли, что в Турции для хорошего пиара обязательно нужны скандалы и конфликты. Судя по всему, останавливаться на достигнутом Can Yaman не намерен. Напротив, актер продолжает последовательно расширять географию своей карьеры, осваивать новые языки, пробовать себя в разных жанрах и искать проекты, которые позволяют ему выйти на более широкую международную аудиторию. И если последние недели стали показателем его рабочего ритма, то впереди поклонников ждет еще немало премьер, интервью и громких новостей, связанных с одним из самых востребованных турецких актеров на мировой сцене. А какой из предстоящих проектов Джана вы ждете больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.